Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 26 ноября 2018 года. Начнем мы с вопроса от Вячеслава. Так скажем, много его задавали, в том числе и в комментариях под нашим последним видео. Именно в том ключе, почему этот вопрос не прозвучал. Странно, пишет Вячеслав, а почему Пякин ни слова не обмолвился о том, что Ефимов Виктор Алексеевич задержан по подозрению в коррупции? Ведь они все делают одно дело. Хотелось бы аналитики, а то не ровен час и за ним придут. Складывается мнение, что ему либо вообще по барабану, что дискредитация КОП таким образом идет, либо он намеренно об этом умалчивает. А вот по какой причине – это вопрос. Очевидно, что он не может об этом не знать. Естественно, не мог не знать. И, естественно, если я о чем-то промолчал, были к тому причины. Но прежде чем перейти к изложению по этому вопросу, должен сказать, никакой дискредитации КОП не идет ни в каком виде от слова совсем. Просто вот совсем никакой дискредитации КОП. Вот это надо иметь в виду. Вопрос с задержанием и арестом Виктора Алексеевича очень такой сложный вопрос. И в плане многокомпонентности, и в плане того, что там присутствует много лжи. В связи с этим должен сразу сказать, что я постараюсь говорить кратко и некоторые вещи останутся без рассмотрения. К этому побуждают ситуация, сложившаяся в управлении, и, в общем-то, мы должны понимать, как наше слово отзовется. Ну и когда я расскажу по этому вопросу, значит, я думаю, те, кто соображает, кто изучает концепцию общественной безопасности, те поймут и сделают правильные выводы и будут правильно работать. Значит, в данной ситуации мы совершенно не будем касаться рассмотрения предъявленных Виктору Алексеевичу обвинений. Вот от слова совсем. Мы будем говорить только о том, о чем у нас есть доказательная база, что называется, на руках, которую эту доказательную базу могут пощупать практически все люди. Почему я молчал, сразу не выступил, когда задержали Виктора Алексеевича, потом, когда прошел второй суд, в том числе и потому, что выступали кое-кто другие. Значит, о чем идет речь? Что мы имеем на руках? Уже когда прошел первый суд, состоявшийся для того, чтобы определить это 15 ноября, чтобы определить задержание Виктора Алексеевича, стало совершенно ясно, с кристальной ясностью, что ни у обвинения, ни у суда никаких доказательств виновности Виктора Алексеевича нет от слова совсем. Вот просто вообще отсутствует. Поэтому судья дал 72 часа следствию, чтобы те хоть что-то смогли придумать. Но, и чтобы можно было там, где содержится Виктор Алексеевич, на него оказать давление, как психологическое, так и физическое.
для того, чтобы получить необходимые, хотя бы признательные какие-то материалы. Что показал второй суд? За прошедшие 72 часа у обвинения по-прежнему не было ничего, чтобы содержательно предъявить Виктору Алексеевичу. Ничего. Спрашивается, зачем же так, что же, как там вот вообще все произошло? Судья в нарушении всех правил, норм, морали, законов содействовал обвинению в том, чтобы хоть какое-то обвинение состоялось. Поэтому для того, чтобы обвинительное заключение хоть как-то привести в соответствие с жизнью, судья делал перерывы. И вот в этом отношении надо помнить, что все 5 часов центральный канал снимал на видео. Соответственно этому, съемки же в суде идут с разрешения суда, соответственно этому, это уже является доказательством. То есть ни судья, ни государственное обвинение, представлявшее, ни следствие не смогут ничего доказать. Все, что они сделали в зале суда, это их обвинение. Прямое обвинение в нарушении закона. Против них, что они творят беззаконие. Ну, к сожалению, у нас в стране это есть. Каждый год 3000 человек выходят из мест заключения свободы, доказав, что следствие полностью от начала и до конца сфальсифицировало обвинение против человека, которого суд на основе сфальсифицированных. И суду было известно, что они принимают сфальсифицированные документы, отправляли в места заключения свободы. Каждый год 3000 человек выходят из мест заключения свободы. То есть это вообще-то проблема для нашего следствия и для нашего суда. У нас суд вообще каста неприкасаемых. То есть и первый суд, и второй суд показывает, что у следствия обвинения нет никаких доказательств вины Виктора Алексеевича Ефимова. Но что же тогда вообще происходит? Вот с этим предстоит разобраться тому следствию, которое будет вести дело на основе снятого, в том числе центральным телеканалом, материала. Что мы видим? Мы видим, что не успел закончиться обыск у Виктора Алексеевича, как в СМИ, в питерские особенно, было выброшено огромное количество материалов абсолютно негативного характера против Виктора Алексеевича. Через несколько минут уже все было это сделано. А это означает только одно. Была скоординированная атака против Виктора Алексеевича. Материалы были написаны, и написаны они были под задержание, арест Виктора Алексеевича. Как только об этом стало известно, редактора тут же выпустили эти материалы с небольшой коррекцией того, что там произошло. Это что? Следствие? Да нет, это политическая кампания. С какими целями? Но если у следствия нет ничего против Виктора Алексеевича, о чем показывают оба суда, они показали, что у следствия и у суда нет ничего, что можно предъявить Виктору Алексеевичу, тем более держать его под стражей, то почему судья принял решение задержать Виктора Алексеевича? А судья об этом прямо сказал. Судья прямо проговорился о том, что содержание Виктора Алексеевича Ефимова нужно
для того, чтобы в последующем переквалифицировать статью, по которой задержан Виктор Алексеевич. Но для этого, это вот как раз пассаж о мертвой воде, допущенный судьей. Но для этого нужно будет фактологическую базу, то есть некая политическая активность. И надо же, как по заказу, сразу же. И пикеты, и митинги, и давайте вперед спасать. Это что? Люди не понимают разницу общественной поддержки и политической активности? Виктор Алексеевич задержан за хищение, предъявленное ему следствием. Вот в этой области и надо разбираться. Мы не можем судить. Было хищение, не было хищения. В государстве для этого есть специальные органы. А общественная поддержка должна осуществляться для того, чтобы не давить на следствие заранее приготовленным материалом, а для того, чтобы следствие шло без нарушения закона. А у нас почему-то кто-то в поддавке, что ли, решили сыграть? Дать необходимую фактуру, и чтобы 14 декабря Виктора Алексеевича не выпустили, а переквалифицировали в другую статью? Здесь нужно делать все очень спокойно, размеренно, ровно в параметрах того, что предъявлено Виктору Алексеевичу. Каждый из вас так или иначе сталкивался с ситуацией, когда вам нужно было распутать нитки. Вот что должно быть на суде. Вот что должно быть со следствием. Спокойная работа по предъявленным обвинениям. И нечего здесь подтягивать политическую составляющую. Тем более, что об этом прямо заявил судья, что именно на это рассчитывают. Если кто-то на это дело купился и посмотрел, сделал, то напомню, вот те, кто служил в армии, знают, есть такое оборонительное сооружение, как малозаметное препятствие. Ну, проволочка, в которую попал человек, чем больше он дергается, тем больше он увязает. Силки, вот. С арестом Виктора Алексеевича для общественности расставлено именно такое малозаметное препятствие. И кто-то решил буром в это малозаметное препятствие пойти. Путин обладает во много раз большим административным ресурсом, чем любое общественное движение в стране. Но он считается с разделением властей. И нельзя рассмотрение вопроса в одной сфере переносить в другую сферу. Поэтому, исходя из того, что было сказано на первом суде и на втором суде, по которому задержан Виктор Алексеевич, можно сделать вывод только один. Ни у обвинения, ни у следствия, ни у суда нет никаких доказательств вины Виктора Алексеевича. Вот здесь и работаем. Без давления на следствие, чтобы следствие шло по тому или иному направлению. Но под надзором общественности, чтобы закон не нарушался. И здесь каждое слово стоит дорогого. Здесь можно много чего сказать.
Но я обозначил очень серьезные выходы на разные информационные модули. Кто услышал, молодец. В данном случае sapientis et, то есть знаю это умному достаточно, а кто не понял, то это его проблемы.